Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваши страхи. Давайте-ка посмотрим, в чем проблема, да, вот, может быть, вам что-то мешает жить, вот ваши страхи, да, давайте посмотрим. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что у вас по жизни сейчас. У вас сейчас какой-то серьезный такой, знаете, вот болезненный период проходит. Очень тяжелый для вас и морально, может быть, даже материально тяжелый, вот духовно особенно. Очень много злости, агрессии, но в то же время началась другая жизнь у вас. Вот совершенно другая жизнь. Вы очень добрый мужчина, может даже в чем-то наивный, доверчивый. Очень такой, ну, светлая, чистая душа, да, может быть даже в чем-то вот справедливый. Вы стараетесь жить по справедливости, по чести, по совести. Да, вот сейчас очень и очень вам тяжело. Вот такой болезненный период сейчас у вас проигрывается. Так. Вы с надеждой смотрите в светлое будущее. Вот вам хочется поменять свою жизнь. Так как вы сейчас живете, вам не очень-то и нравится. Дом, работа, как-то денег особо много я не вижу. Общение, ну, друзья, знакомые есть, но особо вам радости не доставляет. Вот хочется каких-то перемен. Вот вы мечтаете, вы надеетесь, да, вот хочется новую женщину, хочется новых отношений, вообще хочется поменять полностью жизнь. А что тогда вас пугает? Давайте-ка заглянем в ваши потайные подсознания ваши. Страх одиночества. Вот сильнейший страх многих людей, да, у вас он тоже есть. Вы очень боитесь остаться один, да, и чем ближе человек к старости идет, тем страшнее ему оставаться одному. Это очень сильный страх, я вам скажу. Из-за этого страха многие люди вот связывают свою жизнь с партнерами, которые, ну, недостойны совершенно, да, вот некоторые терпят и унижение, оскорбление, и рукоприкладство, что только не терпят, измены терпят. Только бы не быть одним. Это, конечно, величайшая глупость, я считаю. Потому что человек думает, что лучше пусть хоть кто-нибудь будет со мной, зато я вроде бы как считаюсь, особенно вот женщины это боятся, да. Вот хоть кто-то будет, да, но я вот считаюсь, что я замужняя, либо что я женатый, да, вот. А вдруг я не найду нового партнера? А вдруг не получится, а вдруг я не понравлюсь или еще что-то, и снова разойдусь, да. И терпят людей недостойных совершенно, когда о них вытирают ноги. Вот этот страх, он, конечно, миллионам людей не дает покоя. Вы знаете, вы очень сильно боитесь быть обмануты. Вот вас по жизни обманывали, не раз обманывали, вы это знаете. Хотя вы знаете не про все ваши обманы. Их было, я думаю, намного больше. Вы знаете, вы потому, может быть, и не спешите вступать в новые отношения, потому что вот вы просто боитесь нового предательства, новых обманов боитесь. Это очень сильный тоже страх, потому что когда человеку не доверяешь, да, вот когда знакомишься, допустим, с человеком после развода, когда вас обманывали, предавали, уже в новом партнере просто, ну, как бы видишь вот эту вот модель прошлую, уже подозреваешь, а в другие этот будет такой, да, человек. Этот обман очень сильный, он очень многим людям ломает жизни и мешает. Потому что, знаете, вот эти вот беспочвенные подозрения, опасения, они ведь портят отношения. Когда беспочвенно ревнуют, да, женщину, допустим, вот начали новые отношения, и начинаем ревновать ее, где ты была, с кем ты была, да, особенно если это патологический ревнивец, то это вообще просто капец. У вас этот страх тоже есть. Так, что еще?
А знаете, вам даже, я вот скажу, некоторым из вас может проиграться, что вы даже не хотите, ну, как бы расставаться с деньгами, что ли. Вот вам, ну, это даже не то, что страшно. Вот вы думаете, вот начнутся новые отношения, новая семья, это снова тратить деньги, да, так я могу сам на себя тратить, куда хочу, туда лечу. А здесь вот как-то вот, ну, не хочется отдавать. Вот это тоже своего такого рода опасения. Вот этот комфорт, который сейчас у вас, да, вроде бы и грустно одному, но все равно, с другой стороны, не хочется менять. То есть у вас как-то вот две половинки внутри вас могут сопротивляться, да, и хочу, и не хочу. Такие какие-то колебания, вот знаете. Страх того, что, знаете, кто-то из вас могут даже страх, да, финансы. Как правило, люди, которые были кинуты на деньги, скажем, да, которых женщины обобрали как липку, грубо говоря, они тоже боятся, что и следующие женщины разведут их на деньги, да, вот будет та же ситуация, хотя вам хочется любви, вам хочется семьи, да, но вот у вас полно страхов и комплексов. У кого-то из вас даже проигрываются некоторые страхи в интимной сфере. Как это парадоксально не звучит, да, вроде бы и уже взрослый дяденька, да, но есть какой-то страх, какие-то комплексы вот именно в интимной жизни, да. Это может быть все что угодно. Может быть, вам прошлая ваша бывшая женщина сказала что-то неприятное вот в постели именно, да. Там, я не знаю, за размер, за не так что-то делаешь, не умеешь, там, да, вот. Очень часто женщины специально, вот когда расходятся, да, они могут в порыве злости специально на зло сказать мужчине, да, вот да ты никакой любовник, да, ты ничего не умеешь, ты ничего не знаешь и так далее. Вот просто на зло, чтобы ранить мужчину, да. А потом это оставляет очень глубокий след. И мужчине, ну, довольно сложно начать новые отношения с другими женщинами, потому что уже какой-то вот комплекс, да, страхи какие-то, а вдруг и той не понравится, да, ну, какие-то опасения, что ли. Так. Да, вот у вас очень сильный страх, что вас обманут. У вас просто безумный страх, что вас обманут снова. Вы знаете, вы сами, может быть, даже из-за этих страхов тормозите свою личную жизнь. Потому что вот это чисто психологически, я вам уже объясняю, вот очень часто, когда человек, допустим, знакомится с, ну, мужчина, я имею в виду, с новой женщиной знакомится, да, женщина вот вроде бы и всем хороша, а ему и одна не такая, и вторая не такая, и третья не такая, да. На самом деле это вот мужчина сам себе ставит какой-то вот такой, знаете, психологический барьер. Он просто боится отношений. То есть мужчина знакомится с нормальной женщиной, нормальной во всех отношениях, да, но все равно он найдет какой-то изъян, что-то не так в ней, только бы оправдать то, что я не буду с ней, нет, что-то в ней не то, она мне не подойдет, понимаете? Хотя на самом деле женщина очень даже неплохая. Бывает даже вот знакомые, друзья, приятели говорят, да, вот что, да, она же нормальная, она классная, да, что ж тебе не так, чё ж ты не хочешь с ней ничего. А человек просто вот психологический барьер ставит. Ему все женщины будут не такие, пока вот он не поймет, пока он не проработает вот эту боль, вот эти страхи. Очень часто это с психологами прорабатывается, потому что это довольно серьезная проблема. Страхи, они не дают покоя ни самому человеку, ни его половине. Потому что можно из страхи, допустим, потерять партнера, да, когда вот эта беспочвенная ревность. Это реальная проблема. И от этого распадаются многие отношения, потому что вот страх потери, он очень сильный тоже страх. Когда вцепляешься в женщину и уже выдумываешь такое, что в магазине задержалась на 5 минут, все, она где-то с кем-то была. Есть и такие случаи, к сожалению. Поэтому, дорогие мужчины, к сожалению, очень много страха у вас накопилось, да, вот
у вас была, конечно, непростая судьба, нелегкая. Но как-то нужно все-таки либо же пойти к специалистам, да, может быть, к психологам сходите. В каждом городе есть психологи, да. То есть нужно это прорабатывать, нужно, может, кому-то помогут книги, да, по психологии, почитайте, да, то есть поговорите, излейте душу, да, вот кому что нравится, чтобы хоть немножко как-то вот снять этот груз подозрений. Иногда просто выговоришься, да, вот с близким человеком, и уже легче становится. Вот как-то нужно с этим бороться все-таки. Лучше, конечно, со специалистом, но если нет возможности, то, может быть, друзья, родственники, близкие, да, вы поговорите, вы вылейте свою душу, да, что вас беспокоит, и, может быть, это вам тоже немного поможет. А потом уже будете строить свою личную жизнь, потому что когда у человека очень много вот этих комплексов и страхов, то, как правило, ну, отношения очень проблематично построить, потому что постоянно будут какие-то подозрения, недоверие какое-то, да, вы будете сами себе мозг выносить на ровном месте, да, делать из мухи слона и, ну, как-то так построить новые отношения, если нет доверия. Без доверия как бы в отношения не нужно вступать. Ну, я верю, что у вас все получится, вы справитесь, потому что вы сильные, вы же все-таки мужчины, да? Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!